Ну, если вы смотрите это видео, значит, YouTube еще работает вроде. Да вроде не сломался. Говорят, будут замедлять, так что надо скорее посмотреть этот видос. По новостям из мастерской. Мы решили оставить часть помещения, самую старую часть, которая была типа в тот момент, когда мы переехали в Питер. Вот, так что будем продолжать какую-то деятельность, стараться продолжать, не останавливаться на этом. Это видео не последнее, у нас есть еще несколько, по-моему, отснятых, которые мы намерены выложить. И если не получится их выложить на YouTube, мы будем делать это в Telegram-канал или ВКонтакте. Скорее всего, ВКонтакте будем выкладывать, будь он не ладен. Вот, а по поводу всей ситуации хотелось бы сказать одну фразу. Если в вашей голове есть мысль, надо четко знать, кто поставщик и какие у него могут быть намерения. Так что всем хорошего настроения, заценяйте видос, аккуратно относитесь к информации, которую видите. Здрасте, с вами Даня Крастер, и мы в попытках пробить дно Ютуба случайно напоролись на нефть. И сегодня мы изучим эту субстанцию кухонно-научным методом, перегоним ее парой разных способов и попробуем завести что-нибудь на самодельном бензине. Погнали! Скоро мы получим из тебя бензин, но на чем его проверить? Круто было бы для таких опытов тачку заиметь. Надо на дроме глянуть. Качай дрон по ссылке в закрепленном комменте и ищи там машину под свои нужды. Нефть. Черное золото, которое в прошлом году имело отрицательную цену. Восхитительная штука, из которой можно сделать буквально все. От пластика и бензина до лекарств и искусственного мяса. Ходила даже молва, что игрушечные динозаврики сделаны из настоящих, типа нефть образуется из динозавров, ходивших миллионы лет назад по поверхности нашей планеты. Но тут не все так однозначно, потому что, во-первых, сортов нефти нереально много, а во-вторых, нефть в основном образовывалась из папоротников. Перегнивающая органика, засыпанная парой километров земли за каких-то несколько десятков миллионов лет под давлением превращается в густую, темную, дурно пахнущую горючую жижу. Примерно как самогон из бабкиного подвала, настоянный на хрен пойми чем. Вот только нефть намного полезнее, по крайней мере в масштабах мировой экономики. Из нее делают топливо, несмотря на то, что нефть в обычных условиях просто так не горит. То есть хрен ты подожжешь нефть просто так. Она как свечка, пока фитиль есть, может поддерживать пламя, но в обычных условиях вспыхнуть сможет только в том случае, если лужу предварительно хорошо так нагреть. При этом она довольно ощутимо попахивает тухлыми доисторическими жителями. Вообще, запах нефти можно получить довольно просто. Смешиваем ВД-40, бензин для зажигалок, обычный бензин, керосин, масло можно ливануть, покрошить туда вареное яйцо, и примерно так оно и будет вонять. Нефть сама по себе содержит огромное количество примесей, и сероводород, и несколько процентов серы, вообще обычное явление. Так что если мы попытаемся получить бензин из такой неочищенной нефти, вонять он будет адски. С другой стороны, топливо нам не для того, чтобы нюхать. Изначально оно разрабатывалось для двигателей. Так что давайте перегонять это дерьмо. У нас имеется немного лабораторного стекла и самодельного вазелина для шлифов. И сейчас мы соберем установку для первичного отбора бензина. Сперва ударяться в науку не станем, соберем из стекла самый примитивный самогонный аппарат. И дело даже не в том, что мы ленивые. Первичная перегонка делается относительно легко, и ничего мудрить не надо. Не думаю, что нам самим придется делать у себя на кухнях бензин, но с сегодняшними ценами такую возможность не стоит исключать. Ключевая деталь во всем этом мракобесии – это химический холодильник. Мы прислушались к вашим комментариям и таки купили так называемый шариковый. Так что, если в зале есть химики, можете отложить корвалол, только не слишком далеко. Через химический холодильник надобно пропускать водицу студеную, так что заплетаем все в силиконовые шланги и соорудим систему подачи воды. Ну как соорудим? В прошлые разы мы морочились с маленькими насосиками, аквариумом, льдом. В этот раз забили хер и просто бочку с водой поставили повыше. Подключаем все шланги, открываем краник, чтобы еле лилось, и все работает. Жаль, что по мастерской нет водопровода, приходится извращаться. Вот такая адовая машина у нас получилась. Самое время начинать перегонку.
Чтобы отогнать бензин, нужно всю эту бодягу нагреть. Колба у нас для этих целей не подходящая, зато она хотя бы есть. Мы тут не лабораторную работу на оценку делаем. Особо внимательные заметят, что чтобы получить, к примеру, 10 мл бенза, придется сжечь миллилитров 20 спирта. Не экономно, но да и ладно. А теперь смотрите прикол. Нефть бурлит себе такая в колбе, что-то испаряется, все внутри в тумане, а на выходе что? А на выходе 0. Как думаете, почему? А потому что бензин не доходит до конечного потребителя. Он выпадает прямо на выходе из колбы и капает обратно в нефть, создавая довольно забавные антипузыри. Но капает хорошо, только нам это нужно на выходе, а не в колбе. Не беда, заматываем все это в фольгу, чтобы вся колба и уголок были достаточно прогреты. Заматывать химпосуду фольгой вообще нормальная тема среди химиков. Мы, правда, не химики и часто действуем методом проб и ошибок, но постоянно собираем информацию и учимся, каждый раз стараясь залезть во что-то новое. Огня не хватает, подбавляем, и вот оно, пошли пары. Вообще мы удивились, что шариковый холодильник так хорошо охлаждает газы. Мы сперва думали, что это тупо стеклянная трубка, и половина на ней вообще не сконденсируется и улетит в атмосферу. Но нифига. Во время перегонки даже намека на какой-либо запах не было, а это значит, что абсолютно весь бензин идет по назначению. Мы еще примерно замерим количество и скажем, сколько бенза выходит из нефти. Ну а пока проверка огнем. Жидкость, которую мы отогнали, отлично горит. Коптит, правда, но это из-за примесей парафинов. Машину такое, конечно, заправить можно, но я не уверен, что она далеко уедет. С другой стороны, на заре моторостроения другого бенза и не было. Не было никаких присадок и стандартов качества, поэтому все ездили на вот таком топливе первичной отгонки. По октановому числу это примерно 70-й бензин. Если чутка очистить, получим 76-й, который мы уже можем спокойно заливать в Запорожец. Ну а чтобы бензин стал 92-м, 95-м и 98-м, уже нужна повторная перегонка и присадки. Тем временем наша первая перегонка завершилась, нефть почти перестала кипеть, мы залили чуть больше 180 мл, а на выходе получили около 30 мл бенза. А должны были получить в 3 раза больше. А все из-за блядского слоя углерода, который осел на дне банки. В спиртовке был изопропиловый спирт. Ничего, в следующий раз будем умнее. В этот раз заливаем еще нефти и будем чистить дно колбы. Для следующих опытов нам один хрен нужно из нефти отогнать все легко испаряющееся, так что поздно сворачивать назад. Ну и да, пока мы все это подключали, ждали пока остынет, бензин из стакана начал сваливать прямо на глазах. Он просто испаряется быстрее, чем мы его гоним, так что придумали что-то типа крышечки из фольги и заряжаем второй раз. Но 2 раза одно и то же мы вам показывать не будем, так что ловите первые тесты. Вы в комментах пишете, что у нас все из бензопилы сделано. Ну, по факту да. Будь по-вашему, тесты тоже будут на ней. Это, кстати, высокотехническая шпионская приспособа из недавнего выпуска. Если не видели, вверху экрана есть подсказка. Гляньте, но только после того, как посмотрите этот видос до конца, воткнете свой царский лайк и коммент оставите. Ютубу сейчас очень плохо, и каналу как никогда нужна ваша поддержка. А вот и новая порция бензака подъехала. Мы на бензопиле отключили стандартный топливный бак от карбюратора и подключили трубку. А сейчас убираем с аппарата всю фольгу, чтобы побыстрее остывал. Оставшаяся жижа нам еще понадобится. Со всеми премудростями и потерями из пол-литра нефти вышло всего 75 мл бензина. С виду прозрачный, но немного мутноватый. Пахнет бензином и сероводородом. В качестве бака для бензопилы взяли шприц. Во-первых, так нагляднее будет, во-вторых, маловато топлива у нас вышло. Есть вариант, что нефть выдохлась, мы же ее не из скважины брали, а может не догрели, но факт остается фактом, бенз есть и для пилы его хватит. Серьезно? Чтобы не насиловать пилу, ливанем немного масла для бензопил. Какую бы мы бурду ни сварили, бензопила на этом эликсире работает. И по ощущениям даже лучше, чем на обычном 92-м с бензоколонки. Вот только заводить ее даже в теплом помещении очень трудно.
Ну ладно, что у нас там по оставшейся жиже? Пока проверяли, все как раз остыло. Есть 2 стакана. В одном нефть вареная, в другом обычная, до выпаривания. Даже по цвету видно, что выпаренная нефть темнее. Более того, свежая нефть намного жиже и не так сильно пачкается. Вообще из нефти можно еще много чего вытянуть. Помимо бензина есть еще керосин, соляра, масла, парафины, мазут. Вот сейчас и попытаемся что-то из этого добыть. Чтобы перегнать оставшуюся густую жижу, придется усложнить конструкцию. Для начала перегонять на ось не получится, придется измерять температуру. Специально для подобных целей, фиг знает когда, мы купили специальную высокотемпературную термопару. Вот и посмотрим, насколько она высокотемпературная. Чтобы все было герметично, замотали соединение фумлентой и прижали ее проволокой. Теперь нам нужно разобрать старую конструкцию и пересобрать по новой. Уже выпаренную нефть мы переливаем в колбу Бунзена с термопарой, а чтобы избавиться от взрывного кипения, засыпаем в колбу каких-нибудь обломков с острыми краями. Химики называют такие осколки кипелками. Если не закинуть кипелки, то в гладкой химической посуде жидкость сначала перегреется, а потом закипит вся разом. Сразу и во всем объеме. Жидкость вспенится и засрет все вокруг. Это называется взрывное кипение. Мы с Александром Пушным проводили подобный опыт в программе «Эксперименты» на СТС. Греть на спиртовке тоже не вариант, так что ставим электроплитку и делаем так называемую песочную баню. На дно ковшика сыпем не очень толстый слой песка, желательно кварцевого, а потом в этот песок втыкаем колбу. Чтобы собирать экстракт нефти, ставим вторую колбу Бунзена. Перегонку будем производить под вакуумом. Такие сложности нужны, потому что температура перегонки должна быть в районе 200-250 градусов. При этом перегоняться будет соляра, парафины и самые легкие масла. Такой продукт можно использовать в качестве дизельного топлива. И фишка вот в чем. При такой температуре весь этот компот в воздухе может просто-напросто взорваться. А под вакуумом и перегоняется легче, и риск получить осколком колбы в личико минимален. На нашем вакуумнике нет нормального манометра, так что вот вам для наглядности. Чем глубже вакуум, тем активнее идет кипение. Но в то же время пузыри могут спокойно засрать холодильник изнутри, и нефть попадет в чистый продукт. Не клево. Сейчас нефть еще холодная, так что пузыри в колбе — это испаряющаяся вода и воздух, выходящий из осколков керамики. После того, как все прокипело, включаем нагрев и подаем воду в холодильник и ждем. Если вы видите дым из вакуумного насоса, знайте, это не мышь занутая и насос горит, это масляное облако вперемешку с водяным паром. Сам насос еле теплый. В очередной раз сделали шапочку из фольги, но она уже просто так не помогла. Решили немного поднять температуру. И что вы думаете? Правильно, ничего не вышло. Температура пара 200 градусов. В колбе идет дождь. Из-под термопары сифонит воздух. И когда мы еще подняли температуру, все закипело сильнее, вспенилось и засрало всю систему. Конечно, выглядит интересно, но это вообще не то, что мы хотели. Что я могу сказать? Перегонка пенящихся жидкостей под вакуумом — это вам не в тапки срать. Ну и ладно. Остужаем, немного разбираем и начинаем промывать прямо на месте. Отмывали бензином. В этот раз собирать обратно систему решили на вакуумном масле. Вазелин плавится и сифонит. Чтобы ничего больше не убегало, начали внимательнее следить за давлением. Фумленту тоже пропитали вакуумным маслом. Сама по себе фумка довольно пористая, поэтому до пропитки вакуум она не держала от слова совсем. Ну и чтобы остановить дождь в колбе, начали прогревать колено горелкой. И вы не поверите, это помогло. Живительная влага начала вытекать как надо. Несмотря на то, что систему мы мыли несколько раз, немного нефти в ней осталось, и теперь получившаяся соляра скапливается над слоем более тяжелой нефти и делает продукт не таким кристально чистым. Ну что же, кипение у нас прекратилось, температура паров была 250, а значит мы точно отогнали то, что в народе называется дизельным топливом. Сливаем последние капли и давайте посмотрим на то, что у нас осталось от нефти.
Оставшаяся жижа пахнет как шпалы на железной дороге и состоит из битума с примесями. Собственно, такую жижу можно использовать в качестве пропитки для древесины, чтобы дерево не боялось влаги, не гнило и в нем не заводилось вредной живности. Дизельного топлива получилось больше, чем бензина, а значит нефть действительно была выдохшейся. Кипение даже под вакуумом начиналось в районе 250 градусов, но мы догоняли и до 300. А значит мы получили солярку и легкие фракции масел. Солярка, кстати, тоже вид масла, так что у нас в колбе примерно то же самое, что и на заправках. По-быстрому скрутили факел и попытались поджечь. Она даже загорается не сразу. И коптит. Да. Ну что, мы сделали смесь масла и соляра, походу. Вот такой сегодня видос получился. Надеемся, он был вам интересен. А еще надеемся, что он, сука, не последний. И что бы ни произошло, мы постараемся не останавливаться на достигнутом. Так что всем DIY, пацаны. Все будет заебись.